Автоматизация не равно заявки, но иногда равно деньги. Я постоянно вижу одну и ту же картину. SEO вроде работают, отчеты есть, позиции есть, трафик есть, но бизнес задает простой вопрос: а где заявки и деньги? В этом видео я покажу 3 агента в N8N, которые я реально использую в работе. Не автоматизация ради автоматизации, а инструменты, которые влияют на конкретные деньги. Каждый агент отвечает за свой этап воронки. Поиск, клик, каталог, карточка товара – это заказ. Страница – это заявка. Я покажу, как именно это работает на логике, цифрах и живых примерах. Первый агент – метатеги, которые реально приводят горячих людей. Начнем с самого верха воронки – поиска. Частая проблема – сайт есть в выдаче, но по сниппету он никак не выделяется. Одинаковые тайтлы, размытые описания, выглядит как у всех. Первый агент решает именно это. Что он делает? Он берет список ссылок, которые мы ему даем, понимает тему страницы, определяет тип запроса. Человек ищет информацию или уже готов покупать, то есть инфозапрос или коммерческий запрос. На основе этого он генерирует 5 вариантов тайтлов и 5 вариантов описаний под конкретное намерение пользователя. Не ключевики ради ключевиков, а под логику человека. Он сравнивает, выбирает или уже готов купить. Почему это влияет на заявки напрямую? Потому что растет CTR. Простой пример на практике: было 1390 показов и 3% CTR. Это 42 клика. Стало 5% CTR и уже 70 кликов. Если конверсия сайта 5%, то это плюс 1,4 заявки в месяц с одного запроса. А представьте, что запросов 20-30. Этот агент нужен для одного, чтобы к вам приходили те, кто готов покупать, а не просто посмотреть. Сейчас я покажу, как это работает на практике. У нас есть агент, вот так это выглядит в N8N. У нас есть нода с файлом, то есть вот наш файл содержится, вот наши метатеги, точнее, вот наши ссылки. Сайт нашего подписчика, который любезно нам его предоставил для анализа. Вот наш список. Что мы сейчас делаем? У нас уже выбрана табличка, выбран лист. Файл вывода тоже тот же самый. Что мы делаем? Мы просто запускаем его и смотрим на результат. То есть у нас сработало, таблица определилась. У нас здесь идет подгрузка содержания страницы, что содержится. Потом у нас работает именно промпты. И работает оценщик, который дорабатывает наш промпт. И все, у нас дальше идет выгрузка. Проверяем. И вот они у нас пошли метатеги. То есть у нас 5 вариантов тайтлов и 5 вариантов description по нашим промптам. И именно используется OpenRouter. Самая простая модель. Здесь вы можете уже комбинировать, подбирать под ваши ресурсы, под ваш сайт. Все, у нас прошло где-то 5 минут. У нас проанализировалось 20 страниц. То есть вот наши 20 страниц. И у нас 5 метатегов, 5 тайтлов, 5 description на каждую страничку. Все, агент проработал. Результаты метатегов отправим вам на e-mail, чей сайт я проанализировала. На основе сайта, который мы уже продвигаем, мы сделали метатеги посредством нашего агента. К примеру, был CTR 3%, стал CTR 5%. На графике вы можете увидеть, что все, что подсвечено зеленым, это рост показателей для сайта. Это рост кликов, CTR, позиция и показы. У меня есть планируемый список тем для роликов. Если вы хотите попасть под конкретный анализ, под конкретную тему, то ссылки на Patreon и Boosty у нас в описании. Выбирайте вам подходящие. А также мне нужны просто сайты для анализов. Для любых роликов я могу взять на свое усмотрение. Ссылка на заявку в описании на моем сайте. Второй агент – описание товаров. Каталог начинает продавать. Теперь боль почти всех интернет-магазинов и B2B каталогов. Каталог есть, товары заведены, характеристиков море, а описаний либо нет, либо это сухой список характеристик. По факту сайт выглядит как склад. Не как витрина, которая продает. Смотрите на экран. Вот есть таблица. Название товара, бренд, атрибуты, применение. То есть у нас есть агент, который генерирует нам описание. Вкладка описания пуста. Но мы можем дать на входе вот эти вот данные
название товара, если есть SEO-текст, добавляем его в табличку и генерируем наше описание. Ноды простые, агент простой, здесь не нужно никаких сторонних сервисов. Единственное, OpenRouter, подключаем его, выбираем модель, которая нужна, адаптируем промпт под ваш сайт и нажимаем «Запустить». Все, у нас проверилась таблица, промпт отработал, выгрузил это все в табличку. Смотрим, проверяем. То есть вот у нас есть 3 товара, и уже там меньше за минуту у нас генерировались описания на основе вот этих вот данных. У меня есть второй агент, который делает тоже описание, но именно проверяет контент на страницах. То есть он опять же берет входные данные из нашего экселевского файла, Google таблицы, потом проверяет контент на странице, экспортирует, подключен сторонний сервис, здесь уже сложнее. Потом у нас есть нода, которая фильтрует все лишние теги, и опять же у нас есть промпт, который именно пишет наши метатеги. Тоже проверим его. Здесь у нас тот же самый файл, но другая табличка. Запустим его. Вот наша вкладка. На нашем сайте, который мы продвигаем тоже по POS оборудованию, все описания уже написано, то есть мы это уже реализовали. Я сделала анализ именно по сайту конкурента. У него на страницах совершенно нет описаний, то есть вот просто пустые характеристики, описания никакого нету. И мы сгенерировали за минуту на 7 товаров уже готовое описание. Все, наш агент отработал, цикл завершен. Этот агент работает просто. N8N берет строку таблицы, собирает данные о товаре и отправляет в ИИ с понятным заданием. Напиши описание для человека, учти SEO. Это коротко говоря, что написано в промпте. И возвращает готовый текст обратно в таблицу. Что это дает бизнесу? Первое, каталог читается быстро и полностью. Товары начинают участвовать в поиске, и в том числе по длинным коммерческим запросам. Второе, описание объясняет выгоды и снимает типичные вопросы. Конверсия карточки растет. И третье, это скорость. То, что копирайтер писал бы неделю, агент делает за полчаса. А значит, вы на неделю раньше начинаете продавать весь ассортимент. И если есть описание на сайте, это плюс конверсии. То есть при 10 тысяч посещений каталога это десятки дополнительных заявок в месяц. Если есть подробное описание товара, чтобы человек понимал, что входит в комплект, какие характеристики, как можно применять это для его бизнеса, какой бренд и так далее. Третий агент – структура, которая дожимает до заявки. Третий агент работает там, где бизнес чаще всего теряет заявки. Трафик уже пришел, но человек не доходит до заявки. Почему? Страница выглядит либо как SEO-портянка, либо как красивый, но бесполезный текст. Человек читает и не понимает, что делать дальше. Этот агент проектирует структуру страницы под конверсию. Как он работает? Он анализирует топ-10 конкурентов, смотрит, какие блоки есть у конкурентов, где говорят о болях, где о выгодах и где закрывают возражения. И собирает структуру, где логика ведет человека шаг за шагом. Проблема, решение, доказательство, действие. В итоге человек остается на странице, получает ответы на свои вопросы и видит понятный следующий шаг. Трафик тот же, а заявок становится больше. Сейчас покажу, как это работает на примере. У нас есть агент, мы его запускаем, вбиваем данные, которые он нам просит, на основе сайта, который отправили нам на аудит, страниц конкурентов, информационный тип страницы. Пример главного ключа я выбрала тип статьи, которой на сайте нет. Не тип статьи и пример главного ключа, то есть тема статьи, которой нет на сайте. И информация о целевой аудитории. Объем SEO-текста, к примеру, поставим 5000 символов. Нажимаем «Отправить». Закрываем, и все, у нас агент пошел работать. Получает контент вашей страницы. Потом идет первая итерация парсинга. Если все хорошо, идет дальше. То есть потом чистится код. Дальше сбор структуры конкурентов. Потом работает промпт. У нас прошло 3 минуты 11 секунд. Посмотрим, что он выдал. То есть у нас вот есть последняя нода. Заходим в нее. Переходим в логс, скрываем
input, у нас есть output. Что мы здесь видим? Мы видим заголовок, мы видим описание. То есть здесь идет описание, какие блоки должны быть на странице, сколько-то там должно быть примерно символов, и, в общем, что в нем должно содержаться. Блок частые ошибки, как их избежать, и дальше уже пошло блок базовые правила фаервола, обновления, в общем, те блоки, которые должны быть в этой статье. И также блок FOQ, то есть вопросы и ответы, и количество символов. То есть здесь мы получаем полное ТЗ для копирайтера. Это не готовый текст, но это ТЗ для копирайтера, который вы можете отдать, и он может на основе него писать свою статью. То есть не просто на основе данных ИИ, которая придумала, что у вас должны быть такие заголовки. Нет. То есть он анализирует конкурентов, которые мы изначально дали. То есть мы проанализировали выдачу по данному региону, по которому продвигается сайт, выбрали конкурентов, дали ему, он проанализировал ваших конкурентов. Если есть HTML-страница, то вашу страницу, возможно, у вас уже есть такая статья. И на основе этого выдает структуру страницы, структуру статьи, которая должна быть на вашем сайте. По коммерческим страницам можно делать то же самое. То есть выбрать вашу коммерческую страницу, страницы конкурентов, ваш главный запрос, и он также будет анализировать страницу и выдавать вам блоки, которые у вас должны быть, чтобы это привело к конверсии вашего покупателя. Да, все это экономит часы рутинной работы, но главная ценность не в этом. Главная ценность в том, что каждый шаг поиска начинает превращаться в деньги. Если хотите больше практических разборов, подписывайтесь на канал. Если хотите понять, какие агенты подойдут именно под ваш бизнес, контакты в описании, разберем ваш кейс. Первые 2 агента доступны по ссылке в описании. 3-й агент доступен на Patreon или Boost. А следующий ролик будет про то, как я создаю агента в N8N по метатегам на основе истории пользователей, то есть истории запросов, истории страниц, показов CTR и средней позиции по Google Search консоли.